Друзья, хочу представить вашему вниманию новую линейку от Cernit. Это Cernit Pearl, которая пришла на смену двум другим линейкам Shiny и Glamour. На сегодняшний день представлено 7 основных оттенков. Мы с вами их протестируем в этом видео, посмотрим, какие они до запекания и какие после обжига. И посмотрим, конечно, в чем их особенности и отличия от тех линеек, которые сейчас есть на рынке и которые уже выбыли. Давайте поближе познакомимся с номерами. Итак, черный 100 номер, здесь легко запомнить. 600 зеленый, 460 маджента, 900 фиолетовый, голубой 200, 0,85 белый и 475 розовый. Для того, чтобы увидеть разницу в этих оттенках, я подобрала приблизительно схожие, вот максимально схожие по цвету серии. Здесь будет серия Glamour, будет серия Metallic и будет серия Shiny. Максимально приближенные по цвету оттенки. И заодно все эти серии с блесками у нас мы посмотрим, как после запекания себя проявит серия Pearl и как будет проявлять себя другие серии, чтобы можно было сравнить. Вот так выглядят для сравнения в упаковке новые оттенки. Если вы присмотритесь, вы увидите, что намного больше мерцания и блеска в серии Pearl, чем в той же серии Metallic. Розовый оттенок у нас серия будет Glamour. Здесь я совмещала два розовых оттенка, чтобы приблизительно получить точно такой же цвет, как у Pearl, ну максимально схожий. Здесь мы видим, что все-таки блесточки намного крупнее в серии Pearl, и это видно даже в упаковках. При раскатке вы тоже это можете видеть, что действительно блеск у серии Pearl даже в свежем виде он намного богаче, чем у других линеек. Берем линейку Shiny, и здесь вот мы тоже видим, что все-таки Shiny по переливу уступает. В серии Pearl от микрочастиц слюды отказались и перешли на синтетические блестки, потому что чисто технически они чище. В натуральной слюде всегда есть примеси, и эти примеси неизвестно, как себя поведут. Почему я и говорила, что надо вымешивать эту глину тщательно. Что касается серии Pearl, то синтетические блески и их поведение на 100% прогнозируемо. Сами кристаллики, они более ровные и дают равномерный и одинаковый эффект со всех сторон. Также при смешивании с другими сериями линейками они равномерно распределяются в глине. Вы спросите, в чем еще отличие серии Pearl от других? Основа здесь это серия Translucent. Прозрачная основа поддерживает интенсивность блеска, в отличие от непрозрачной, которая была в серии Glamour. Синтетические блески здесь более мелкие, все грани одинаково яркие и легко смешиваются. А вот белые я не только взяла Glamour, но еще решила взять Metallic для чистоты эксперимента. И посмотрите, что, конечно же, в свежей пластике, да и запеченной потом вы увидите перламутра, блеска, лоска, глянца больше, конечно же, у серии Pearl. И за счет того, что основа глины это Translucent серия, после запекания проявляется этот блеск значительно сильнее. Но об этом мы чуть-чуть позже поговорим. В общем, я подготовила различные варианты глин, то есть серия Pearl, само собой, серия Glamour, серия Metallic. Я вот все обозначения делаю на заготовках, которые буду запекать в духовке. И серия у нас еще идет Shiny, для того, чтобы сравнить после обжига, какие отличия есть у глины Pearl с другими линейками. Конечно же, образцы мы с вами запечем и посмотрим, какие есть особенности по сравнению с другими сериями Cernit. Но прежде чем отправить, я вот так вот их поднесла к духовой печи, и на солнышке у меня заблестели заготовки из серии Pearl. Посмотрите, даже невооруженным взглядом видно, насколько они пигментированы больше, чем предыдущие серии.
В общем, ставим запекать, и после обжига давайте посмотрим, в чем отличие и преимущество. Вот здесь заготовки у меня уже полностью запеклись. И посмотрите, насколько, допустим, та же серия металлик отличается от перла. Белый цвет, я говорила, что здесь гламур и металлик, и перл, конечно, своим блеском затмевает. Черный очень красивый цвет, безумно красивый, он насыщенный, блески добавляют игривости. Синий цвет тоже очень красивый. Как видите, отличие колоссальное от всех серий, поэтому я думаю, что и у серии Pearl найдутся свои любители, почитатели, кто будет работать и найдет достойное применение в своих изделиях этой линейки. Так как я работаю в цветочной технике, для меня было важно посмотреть, насколько тонко можно раскатать глину и как она себя ведет, именно эта серия, при раскатке. И когда я ее раскатала на ладошке, существенной разницы я никакой не увидела. То есть она себя ведет точно так же, как и все остальные линейки от Cernit. Ну и, конечно, я буду не я, если я не сделаю заготовки цветов из новых серий. Сейчас я вам показывала, что из серии металлик у меня остались цветы, предыдущие образцы. И, конечно же, здесь я не могла пройти мимо новой линейки. И решила также сделать заготовки, заодно посмотреть, как раскатывается глина на ладони. Так как очень много блесточек, глина сама по себе при тонкой раскатке немножко шершавая. Конечно, все вот эти микротрещинки, которые появляются, их легко убирать с помощью вайнера, когда мы придаем фактуру. Но тем не менее, глина также легко и удобно раскатывается на ладошке, не вижу никаких нареканий, замечаний. Можно максимально тонко стеком вытянуть, как я люблю делать краешек у цветов. Вы сами видите, что вытягивается вообще без проблем. Ну а здесь я уже собираю розу. Из всех 7 оттенков я сделала цветы, запекла их, и теперь у меня будут образцы для того, чтобы наглядно вам показать, как же глина блестит и какой имеет эффект после запекания, потому что так как в составе была транслюцент, конечно же, цвет меняется, и блесточки внутри лепестка, которые запечатаны, либо изделия, они все-таки дают сияние как бы еще из глубины. Вот такие вот розы у меня получились, как вы видите, вот на солнышке я их специально так разместила, чтобы вы видели, насколько эта глина имеет больше переливов, чем та же серия металлик или гламур. Не секрет, что любая глина, которая имеет в своем составе мерцающие частички, раскрывает весь свой потенциал уже после запекания, когда мы наносим либо глянцевый лак, либо эпоксидную смолу. Я взяла глянцевый лак от Darvi и в качестве эксперимента просто решила вам показать. Нанесу вот глянцевый лак на половинку заготовки фиолетового цвета из серии Pearl, дадим подсохнуть и посмотрим, как лак потом проявит себя. И немножко нанесла эпоксидной смолы, потому что все-таки блеск и мерцание проявляют себя значительно выгодней, ярче, когда мы сверху на такую пластику наносим эпоксидную смолу. Получается, под линзой у нас это все, и как бы 3D эффект, вот прям эффект глубины идет. Прошли сутки, и мы можем посмотреть наши заготовки. Лак, конечно же, высох быстрее. Вы можете видеть матовую и глянцевую сторону от лака и покрытие эпоксидной смолой. Конечно, под линзой эпоксидной смолы куда выигрышней смотрится и техника микашифт, и сами заготовки, даже если просто они плоские и раскатанная глина. И весь блеск проявляет себя еще сильнее и ярче. Серия Cernit Pearl отлично смешивается между собой и с другими известными линейками от Cernit. Также без проблем вы сможете сделать пласт с переходом цвета. Вот здесь я вам показываю, что прекрасно между собой смешиваются оттенки, прекрасно делается переход цвета, проблем никаких нет. Здесь я смешиваю серию Pearl с серией Number One. Перемешиваются оттенки между собой, блесточки равномерно распределяются, получаются новые оттенки, можно приглушить где-то, сделать более пастельные цвета. Вы спросите, в каких техниках можно применять глину с таким эффектом? Да абсолютно в любых. Конечно же, эта глина, эта серия идеальна для таких техник, как микашифт, макуме гане, барджела,
Hidden Magic в шприцевой технике, в технике имитации, в принципе, абсолютно любые техники подвластны. Ну и, конечно, глина подобного образца будет очень хорошо работать в технике Micashift, когда мы с помощью текстурного коврика переводим рисунок на поверхность глины, дальше тонким лезвием срезаем верхний неровный слой, то есть подгоняем наш пласт, делаем его сверху максимально ровным. За счет того, что мы продавили текстурным ковриком рисунок у нас ушел вглубь за счет того, что у нас очень много вот этих вот блестяшек в составе глины. Когда мы срезали верхний слой, посмотрите, у нас рисунок пропечатался, он остался. Конечно, он не такой явный, не так сильно его видно, он есть. Поверхность у нас идеально ровная. Сейчас я вырезаю заготовки, которые мы отправим в духовой шкаф на обжиг. И после запекания вы сами можете увидеть, как проявился рисунок. Несмотря на то, что у нас поверхность заготовок, она идеально ровная, она не шершавая. Этот рисунок просто вдавился внутрь, то есть блестяшки ушли внутрь согласно фактуре коврика, и получился вот такой вот глубинный эффект. Я уже говорила, что эпоксидная смола у нас раскрывает этот эффект, раскрывает рисунок, раскрывает блесточки, поэтому, когда вы работаете в технике Micashift, эпоксидную смолу желательно использовать, если ваши заготовки плоские. Эпоксидная смола поможет проявить весь этот блеск сияния и выразить рисунок более четко. Вспомните, как мы восхищались серией Metallic, которая своим мерцанием завоевала сердца многих мастеров. Так вот, серия Pearl — это когда мерцание в 10 раз больше. И вот здесь эпоксидная смола, конечно, подзастыла уже, и вы можете видеть, как проявил себя рисунок. Эти заготовки я буду использовать в качестве сережек. Как видите, техника Micashift подвластна даже новичкам. И вот здесь я хочу показать вам, что по прочности эта серия не уступает никаким другим. Она такая же эластичная после обжига, тем более если вы правильно выдержали температуру и время запекания. Абсолютно ничего с заготовками не происходит, хотя они у меня достаточно толстые. Здесь 2 мм толщина. Однозначно, эта линейка вам понравится, и вы будете часто встречаться с ней в работе. А я могу сказать одно. Цернит Pearl, добро пожаловать в полимерный мир. Желаю тебе армию поклонников, и чтобы каждый год ты нас радовала новыми оттенками, и твоя линейка расширялась. Друзья, если этот обзор был вам полезен, жду ваши сердечки и желаю вам прекрасного настроения и дружбы с серией Цернит Pearl.